100% мы снижаем артериальное давление. Ни один не уезжает с сахарным диабетом от нас на таблетках. Если инсулин получает иногда 100 единиц инсулина, мы снимаем ожирение, нормализация обменных процессов, дальше улучшение суставами, омоложение организма, удлинение, скажем, продление жизни, замедление процессов старения. Видовой предел жизни человека 120 лет – это не проблема для нашей программы. Мы делаем все для того, чтобы не было онкологических заболеваний. Когда мы говорим голодание, на самом деле никто не голодает у нас. Клиника по воспроизводству нового человека. Я на посту главного врача необычной клиники, не очень популярной, по крайней мере, клиника лечебного голодания и оздоровительного питания с 1983 года. Меня зовут Юрий Юнусович Даутов. Наверняка людям интересно, сколько же мне лет. 84 год. Я один из немногих, который сейчас в России, который принимал участие непосредственно в обсуждении вопроса лечебного голодания и утверждения по внедрению этой методологии в практическое здравоохранение, утвержденным Минздравом. Из известных мне стран мира единственная страна Россия, которая утвердила на официальном уровне, на уровне Минздрава эту методику, и мы очень много выиграли в этом плане. То есть методика признана на государственном уровне? Да. Какая основная идея клиники, какие вопросы и проблемы она решает? Дело в том, что сегодня настолько хорошо известно, что во всех странах растут хронические заболевания, практически неизлечимые. Официальной медицины, то есть мы тоже являемся частью официальной медицины, но одна часть – это лечебная медицина, хирургическая, терапевтическая и так далее, а другая часть – это профилактическая. И вот я взял крен в сторону профилактической медицины. Я видел этот кошмар, что творит, скажем, сахарный диабет. Несмотря на то, что я лечил так, как это нужно, по всем рекомендациям, но это не помогало спасти людей от слепоты, от гангрены конечности, от инфарктов, инсультов и так далее, и так далее. Конечно, я очень переживал, почему я не мог помочь этим людям. И вот, когда я встретился с Юрием Сергеевичем Николаевым, есть метод естественный, природный, заложенный в организме каждого человека, но, к сожалению, никого этому не учат, и люди обретают в течение жизни, сейчас уже по-новому говорят, это результаты возникновения хронических заболеваний в процессе жизни человека. То есть то, что в детстве чему не научили, чем болели родители, все эти программы передаются ребенку и проявляются они во взрослом состоянии. В связи с этим огромнейшее количество роста вот этих хронических заболеваний, как ожирение, как гипертония, как диабет, как заболевания суставов и так далее, и так далее. И оказывается, природа подумала о нас давным-давно и в каждую клетку заложила колоссальнейшее количество защитных сил, механизмов, которые можно восстановить, и вообще человек не должен болеть, вообще по большому счету не должен болеть никакими заболеваниями. Это не естественный процесс, а вот то, что человек обретает в силу отсутствия этих знаний. И в 1998 году Всемирная организация здравоохранения утвердила целую программу по терапевтическому обучению людей во всех странах мира. Без этого ни один бюджет ни одной страны не сможет осилить то бремя, которое хронические заболевания носят в себе. То есть получается, что у человека организм первоначально способен сам преодолевать какие-то болезни, но обществу не хватает знаний, как этим воспользоваться. Абсолютно верно, абсолютно верно. Это очень серьезнейшая проблема. Проблема, в первую очередь,
потому что люди, привыкшие, что за них государство должно делать все, а они абсолютно не должны думать о своем здоровье. Вот заболею, вот тогда и пойду к врачу. И медицина как бы приняла крен догоняловки. Ты заболеешь, а потом ты ко мне придешь. Это в корне неправильно, потому и мало что получается по лечению хронических заболеваний. Почему клиника называется клиника лечебного голодания? Потому что именно вот эта метаболическая память срабатывает очень быстро, через, по крайней мере, 10 часов перерыва приема пищи и дальше работает на восстановление всего того, что произошло. Поэтому, говоря так, я осознаю, что голодать совсем не обязательно, но есть другие подходы, чтобы именно пробудить вот эти все защитные силы. Мы знаем хорошо, что при диабете второго типа потрясающие результаты. Артериальная гипертония потрясающая. Атеросклероз, когда имеется бляшка атеросклеротическая. Американцы показали на президенте Билла Клинтона, там еще и так далее. И, конечно, людям надо это осознать сегодня, чтобы завтра не было поздно. Когда мы говорим голодание, на самом деле никто не голодает у нас. А даже те, которые на одной воде, переключается организм на внутреннее питание и освобождается организм от уже неспособных работать клеток. Они сами добровольно не хотят уходить, но в то же время и места занимать. Стволовые клетки не могут на место их стать и омолодить этот орган. Поэтому вот эти клетки неработающие, стареющие клетки, воспаленные клетки, кроме этого огромное количество не до конца окисленных продуктов остается вокруг клеток, в клеточном пространстве. Это приводит к тому, что и глюкоза не попадает в клетки, и инсулин не попадает внутрь клеток, и другие гормоны и так далее. Это сложнейшие процессы происходят, и эти вопросы решают как раз при переключении организма на свое внутреннее питание. Но при этом один из важнейших элементов – это человек должен верить в силу природы. Верить, конечно, тому учителю, преподавателю, врачу, который перед ним стоит и который объясняет вот эти все вопросы. Вот эта вера – это колоссальнейшее значение имеет. Но еще красной линией через всю нашу программу проходит любовь. Вообще любовь. Не к какому-то конкретному человеку, а вообще мы просто потеряли чувство благодарности к Создателю, который просто так нам подарил величайшее богатство, что называется здоровьем и жизнью. И вот люди заново начинают воспринимать все по-другому. Они становятся другими людьми. Поэтому не случайно название нашей клиники внизу написано «Клиника по воспроизводству нового человека». Давайте немного поподробнее расскажем о новой клинике в Джубге. Генеральный директор вот этой санаторной базы проходил в Майкопе этот курс. Потрясающие результаты получил, а в конце курса мы устраиваем отчет. Люди выходят на сцену и отчитываются, как они проделали эту работу, прочувствовали, пропустили через себя. И они говорят, что было, с чем приехали и что сейчас достигли, какие результаты. Директор как раз выступал и говорит: Юрий Юнусович, я, может быть, не так осведомлен в этих вопросах, но уверяю вас, что такой клиники, что почти нигде нет. Поэтому я хочу с вами переговорить и с коллективом. У меня есть база в Джубге, и я вас приглашаю к сотрудничеству, и думаю, что у нас это получится. Ну и мы провели первый раунд, первую группу выпускаем сегодня, и люди будут отчитываться. И я думаю, что без эффекта ни один просто не уезжает. Я думаю, то же самое будет сегодня. Мы можем несколько слов сказать о том, почему стоит выбрать лечение в клинике, да, оздоровление,
и вашу методику как альтернативу традиционным каким-то методам лечения или просто покупки лекарств постоянно? Но посмотрите, это не только мои слова. Я опираюсь всегда на самую передовую медицину всех стран практически мира. Я получаю информацию в этом информационном океане, я купаюсь. Поэтому я уверенно говорю то, что, скажем, те обменные процессы, которые были разрушены. Вот смотрите, когда диагноз сахарный диабет выставляется врачами, уже 80% тех клеток в поджелудочной железе, которые вырабатывают инсулин, уже не работают, когда выставили диагноз. А до этого еще начинаются нарушения обменных процессов в результате нашего образа жизни. Поэтому, когда люди приезжают к нам вот в таком состоянии, конечно, огромнейшие разрушения произошли в организме человека. Поэтому с этим просто опаздывать нельзя. Теперь, если бы мы научились, скажем, с момента зачатия контролировать и отслеживать ход развития этого ребенка, то мы очень многие заболевания, которые проявляются во взрослом состоянии, могли бы предупредить и этих людей могли бы спасти. Поэтому вот этот вопрос, конечно, является самым и современным, и самым, на мой взгляд, важным. И мы стараемся теперь, поскольку, почему я сказал, наша программа, она еще и лечебная, что когда мы заново возрождаем те защитные силы организма, которые заложены в организме, скажем, как аутофагия, скажем, апоптоз там, и так далее, и тогда нам удается 100% мы снижаем артериальное давление. Ни один не уезжает с сахарным диабетом от нас на таблетках. Если инсулин получает, иногда 100 единиц инсулина мы снимаем. Дальше ожирение, нормализация обменных процессов. Дальше улучшение суставами. Это очень, конечно, причины очень глубоко залегают в организме, и не так просто. Организм тоже своеобразно регулирует, что в первую очередь снимать. То есть те болезни, которые формировались и имеют наименьший стаж, быстро с ними справляется. А те, которые глубоко лежат, которые имеют больший стаж, вот, им постепенно. Поэтому нашу программу не только освоить нужно для того, чтобы решить сиюминутные проблемы, но и дальше до конца жизни. Тут еще очень хорошо известно омоложение организма, удлинение, скажем, продление жизни. Но еще очень важно, мы понимаем хорошо, что продление жизни – это не просто механическое, а замедление процессов старения. Вот. Это абсолютно точно доказано, что процесс старения замедляется. И тогда видовой предел жизни человека 120 лет – это не проблема для нашей программы. Те зрители, которые нас смотрят, чтобы они поняли, что они тоже могут изменить свою жизнь, давайте перечислим, с какими основными вопросами и проблемами к нам можно прийти. Мы очень осторожно выборку делаем людей, желающих. К сожалению, с нарушением ритма сердца мы не можем принимать. Дальше с острой язвой желудка мы не можем принимать. Таких противопоказаний, с чем мы не берем, их не очень много. Вот онкологических заболеваний мы не берем с метастазами. Но весь мир сегодня апробировал и эффект при самых ранних началах, скажем, онкологических заболеваний. Но мы дальше ушли. Мы делаем все для того, чтобы не было онкологических заболеваний. Поэтому такие сложнейшие вопросы может регулировать сам организм. Это потрясающая такая структура, жизнь в организме. Каждая клетка – это целый город, миллионный город со всеми коммуникациями
И нельзя эту вот такую работающую систему сети разрушить. А все происходит потому, что мы не знаем, что делать. И ко всему еще совершенно новая наука, эпигенетика называется. Все, что человек видит, слышит, нюхает, на язык, на зуб пробует и так далее, все это имеет прямой выход на гены, и через метилирование гены включаются в эту работу. Если позитивного много, то значит гены прекрасно работают, синтезируются белки здоровые, работоспособные, жизнеспособные. Но у нас огромное количество негативной информации. И вот как это все отражается на нас, никто об этом не думает. А на самом деле это занимает огромное место в нашем здоровье. Сегодня 70% имеют от 2 и более болезней. 70% людей. 15% уже без всякого уже больны. Они и уже безвыходное состояние. 15% считаются очень относительно здоровыми. Поэтому наша программа, она нужна всем. Чтобы часть приостановить, те, которые уже направились туда, другую часть, 70%, вернуть в состояние здоровья, а здоровым, чтобы не заболеть. Видите, это проблема, это планетарная проблема, то, чем мы занимаемся, уверяю вас. Я ничего не прибавляю, не убавляю. Это мнение всех прогрессивных ученых всего мира. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и за интервью. Мне остается пожелать людям, как можно быстрее займитесь своим здоровьем. Хватит лечиться, надо жить.